a female cat, and Это по-латышски. and it comes into heat. Yes, it gets hot. You know, excited, comes into estrus. Так? Tak. Кошка And начинает постепенно all возбуждаться. of a sudden, these male cats, zoom, 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 they come from everywhere. И все, то есть коты мгновенно чувствуют, как только кошка приходит в необходимое расположение духа, коты тут как тут. See, men are like tomcats. Мужчины как коты. Very simple. Все очень просто. The woman puts out the smell, the man comes. Только женщина начинает распространять аромат, мужчина тут как тут. Men are very simple. Мужчины очень просты. So, but what do you find? The wife says, my diabetic husband insists on eating sugar. My heart disease husband insists on eating trans fats. Вы же знаете, когда жены говорят, что вот муж, у которого диабет, просто настаивает, вот, требует сахара. Или муж, у которого там, сердечные приступы, настаивает, ему нужны трансжиры. I believe a wife can talk her husband into almost anything if she wants him to. А я считаю, что женщина может уговорить мужчину на что угодно, если только у нее есть желание к этому. Is that not true? Не правда ли это? Женщины киваем активно головами. Is that not true? No, it's true. Я сказала женщина. How would you know? Он нас спрашивает, а вы откуда знаете? Молодой, потому что. So what you see is the sabotage. Like this То есть вы woman, наблюдаете саботаж. if this woman had really wants her husband not to suicide, Если женщина действительно не хочет, чтобы муж совершал самоубийство, of course she can get him to the doctor. Of course she can do this. If she really wants it. она, конечно, могла бы привести его к врачу, она могла бы, так сказать, заставить его сделать что угодно, если бы она действительно этого хотела. She just has to say, you don't do that, no sex. Достаточно сказать, ах, не пойдешь к врачу, никакого секса. Or whatever it may be. It's so simple, Все right? так просто. Yes? Не знаю. So simple? Yeah. So when this woman doesn't want her husband to see the doctor about the suicide, that's because her escape is for him to escape into suicide. То есть фактически почему эта женщина не хотела, чтобы муж пошел к врачу и проконсультировался по поводу депрессии? Потому что она хотела избежать чего-то посредством его попытки избежать жизни посредством самоубийства. And if she can really make him embrace life, А вот если она помогла бы ему объять жизнь, then he will not have the suicide. он бы не помышлял о самоубийстве. But if she wants him to escape, Но если она хочет, чтобы он пытался избежать, and he wants to чего-то, escape, и он поддерживает в себе это желание, so it cascades on. возникает каскад событий. Do you understand? Понимаете? And because she is not obviously sick, А поскольку, так сказать, она, очевидно, не больна, it should be easier to work with her than with the должно было patient. быть проще работать с ней, а не с самим пациентом. So with cancer, При раке there's two other approaches. есть еще пара подходов, которые можно использовать, Apart from the patient. помимо самого пациента. One is you work with the spouse Во-первых, вы можете работать с супругой или супругом, to help the spouse not to, in this case herself, want to escape. для того, чтобы супруг или супруга сами не желали такой ситуации. And the second thing is work with the whole family. И второй аспект – это работа со всей семьей. Because by this stage, the whole family is buying into escape. Потому что возникает ситуация, когда вся семья хочет, чтобы человек входил в настрой желания избежать чего-либо. In their В unconscious, своем подсознании. they have decided with him
вся семья решила, that he should escape. что именно он должен пытаться избежать сложившегося. Do you understand? So, Понятно это? Жертву I think выбирает. it's far, far Looking better. for a victim. Yes, yes. Да, действительно, выбирают жертву Well, they found the victim. и находят ее. But think of it more in terms of them needing him to escape so they don't have to escape. То есть подумайте об этом вот с такой точки зрения. Им нужна его жертва для того, чтобы не жертвовать самим. То есть С собой. So, самим собой, самими собой. so it means if you can work with the whole family, you have to get them all to want to embrace life. То есть если вы сумеете работать со всей семьей, значит вы должны заставить всю семью войти в желание объять всю жизнь. Let's stop there. Any questions? Теперь давайте поставим точку и зададим вопросы, если они есть. А обязательно ли, что вот как бы после, как бы, когда жертва это произошла, они все равно как бы начинают уже то же самое делать с собой? Семья имеется в виду. What do you think that, let's say, if the victim that family found for themselves, if he or she finds if he or she dies, then the situation, let's say, reoccurs, It's no better. and they find another one, It's and no better. ситуация не улучшается даже со смертью. It's no better. Because that's... Тихо, ребята. Алло. Oh, just leave them. It's okay. Пусть себе говорят. Just leave them. It's okay. Пусть So, говорят. so if suppose the wife wants him to suicide, Ну, предположим, она хочет, чтобы он совершил самоубийство. and he does. Он совершает. That does not mean her escape is over. Но не значит, что ее, так сказать, бегство закончено. For many reasons. По многим причинам. Not the least reason being it's never the husband that is the main person she wants to escape from. И одна, то есть в не меньшей степени причина состоит в том, что муж, кажется, просто, грубо говоря, попался под руку. То есть не его ухода она фактически хотела. But that we will talk about later. Но об этом мы поговорим позднее. But her escape doesn't stop with То the есть death ее of желание the patient. побежать не заканчивается со смертью пациента. Now, let's have a look at what we're talking about the wife. Мы говорим о жене. Let's have a look at what I call the wife in this situation. What you call the wife. Yeah, the word we use. А теперь давайте поговорим о том, что мы называем женой в этой ситуации. We call the wife, in this instance, the wife, the fellow traveller. Фактически это попутчик или попутчица. Okay? So, she goes along with it. She goes along. То есть она Okay, просто идет okay. вместе. You don't want to eat properly? Okay. You don't want to take you this? Не Okay. хочешь есть как следует? Хорошо. Не хочешь делать это? Хорошо. Like this woman said, I don't want to upset my husband by insisting he see a psychiatrist. Как, допустим, женщина говорит, не хочу расстраивать мужа, заставляя его пойти к психиатру. So she says, okay, I go along. I go. Хорошо, хорошо, вот давай так и пойдем дальше. But that's only half true. Но это только половина правды. Это наполовину правда. Because she really doesn't want him to do it. Потому что, по сути, она и не хочет, чтобы он все это делал. So she puts it in such a way То есть она все устраивает таким образом, that he tells her to stop. I will explain. didn't get the meaning, so can't translate for it. Thank you. So, I had a woman, for example, the husband is 40, he's already had triple bypass. Ну, давайте разберем пример, потому что я просто боюсь вас запутать предыдущей фразой. Значит, жена и муж, у мужа шунтирование. And he insists on living on fried fish and chips, whatever you call it. Он настаивает, что нужно есть, мне кажется, жареную рыбу с жареной картошкой. Но Right? это лучший вариант, потому что по-английски это звучит fish and chips, это еще хуже. And
she every day is going down the road and buying this crap for him. Она каждый день идет через дорогу и там в лавчонке напротив покупает ему всю эту дрянь. Which she knows is killing him. Хотя она знает, что это его убивает. As he knows it's killing him. И он знает, что это ему не показано. And I said, well, why do you do it? Почему же ты это делаешь? And she says, if I don't do it, he calls me a nag. Ну, во всяком случае, она говорит, если я не буду этого делать, ну, не поймет меня. Yeah? There's a Russian word for it. No. Но это все равно, типа, все равно сделает это. Ну, не то, что все равно сделать, он к ней будет относиться, то есть он, ну, кажется, она же еще в ответ и получит за Ну, это. в общем, крайне Да. останется. Да. So she says, stop eating crap, stop eating crap. He said, stop nagging, shut up, shut up. Она ему будет говорить, перестань есть всякую дрянь, а он ей будет говорить, так сказать, ну, перестань уже меня доставать, заткнись и все. Вот такая ситуация. Иди и купи. В лучшем случае, это в лучшем случае. But there's a way of getting him to eat it without nagging him. Но есть хороший способ заставить его есть то, что нужно, так сказать, без занудства, без того, чтобы его этим раздражать. So some of you who are married, Те из вас, кто состоит в браке, you know that you don't say, come on, let's have sex, come on, let's have sex, come on, let's have sex. знают, что нельзя говорить, так, пошли сексом заниматься, пошли. You're a little bit more cunning than that. Yeah? Нужно немножко так помягче, You dress a little bit different. пообходительнее. И жесты меняются. Ha ha ha. Right? You don't say, come on, come on, Не come говоришь, так, on. пошли, давай уже. You don't nag. You know it doesn't work. То есть ты, ну, не настаиваешь в грубой форме, ты знаешь, что так ничего не получится. And it doesn't work for sex, and it doesn't work for food. То есть, и если это касается секса, то же самое касается и еды. So she nags, knowing that will make him not do it. То есть она нудит, зная, что он не сделает так, как она просит. You understand? So what Понимаете? seems like a simple man, here is this simple case, here is this man with cancer, with this and that, and it's a family situation. Видите, с одной стороны, так сказать, человек больной раком, и казалось бы, ничего особо сложного, а с другой стороны, вся семья, которая поддерживает эту ситуацию. Ну и типа исполняет свой долг. That's why. As if the family is doing what they're supposed to do. Понудительница. Да. Any questions about this? Есть вопросы? Any naggers here? И Такие взаимоотношения – это результат личных взаимоотношений или внешних условий? Как вот он разбирается? Do you think such relations are, let's say, the result of personal relations, or they are the results of environmental relations and conditions? No, these are personal. This is Нет, personal. это все личное. At some point, he wants to escape, В какой-то момент человек пытается избежать чего-то или кого-то, and at some point, she wants to escape. и она тоже в какой-то момент начинает этого желать. But her route is kill him, not kill herself. Но она старается убить его, чтобы не убивать себя. But his problem is solved because he's dead. Его проблема разрешается со смертью, Her problem goes on. а ее проблема сохраняется. Do you understand? Она никуда не уходит. So, can you see how important this concept of escape is? Понимаете, насколько важна концепция избежания? So it's a new idea for you, right? Новая эта идея для вас, да? По-другому. То есть эта I идея don't mean in terms of your marriage. I mean in Я не terms of имею в виду ваш practice. брак. Не, No, Татьяна is saying, Проблема probably тоже. not the idea is new, but the approach is new. Yeah, yeah. So just always look at it. Embrace or escape. Итак, либо объятие, либо активное отторжение. вопрос еще. А стоит ли вводить в заблуждение пациентов, как было в случае макробиотической пищи? Would you recommend somehow to lie to a patient, like in the case of macrobiotic food? To lie to a patient and say to him that you're doing something different if he doesn't want to do anything precise, like with microbiotic food. I don't understand. Would you recommend to behave like the wife and the sister of a man who is dying from cancer, giving him Japanese food, just trying to make the situation different so that he thinks Yes. he gets something different Yeah, well- instead of getting real treatment? You're right. You're right.
То есть Да, начинать да. путь, да, путь начинать как бы. Just at least to start the process. Yes, but you're quite right. Why lie to the patient in the first place? То есть, ну, здесь стоит вопрос, ложь для чего? But let me tell you how he got to the macrobiotic. Ну, дайте я тогда расскажу уже, когда шла речь до макробиотической пищи. In, До макробиотиков. in Philadelphia, В Филадельфии there was a Dr. Satellaro был доктор Сателларо, не знаю, who was diagnosed as inoperable cancer. Who was diagnosed as inoperable the cancer. doctor himself, Yes. Да. которому поставили рак, но рак операбельный. And one night he's driving the car Однажды он едет на машине and he picks up two hitchhikers. и подбирает двоих на дороге. And they say to him, "You look so depressed. What's wrong with you?" Спрашивает, вы в такой депрессии? Yeah. Они его спрашивают, такое ощущение, что у вас депрессия, что вдруг? And he says, "I've got cancer. I'm dying." Он говорит, у меня рак, я умираю. And they said to him, "Why don't you eat macrobiotic food like we eat?" Они ему говорят, почему вы не есть макробиотическую пищу, как мы едим. Which he did, and he cured his cancer. Он принял это на вооружение и вылечился от рака. And he wrote a book on it. Написал про это книгу. And it was that book that we gave the wife Именно эту to книгу мы read. дали жене того человека, который умирал от рака. So, what happened when he read this book? I don't know whether just the cancer was treated, И я, честно говоря, не знаю, тут трудно сказать, либо просто рак был излечен, which is good, of course, и это уже хорошо само по себе, or whether the escape was also treated, which is much better. или, что еще лучше, так сказать, его лишили желания избежать ситуации. One day, I'm at the courthouse near where I live, В один день я был в суде неподалеку от того места, где живу. and there's a man outside the courthouse to go in to see the judge. Сейчас другой человек на подходе к суду для того, чтобы повидаться с судьей. And he has an electric vibrator up to his neck. So someone does it. He has. No, he has. A man. Himself? Yeah, a little bit. И он держит электровибратор возле шеи, Because he's had throat cancer, потому что у него рак горла, and now they put this vibrator here and he can talk. Yes? и этот вибратор позволяет ему говорить. You know what I'm talking about? Знаете, о чем речь идет? Будет